Елена Мацкив, когда пишет какие-то очень знаменитые, красивые места, это, как правило, коммерческая живопись. Да, ее покупают больше, туристы покупают, но далеко не всегда это произведение искусства. Это правда. Чаще штамповка. Уж сколько я повидала, к примеру, знаменитых мостов Сан-Франциско. Елена живет недалеко от Сан-Франциско. Знаменитый мост «Золотые ворота». Так, он просто везде для туристов. Но ни одна работа мне не понравилась пока настолько, чтобы я ее захотел приобрести. Вот какие-то безликие, все бездушные, как под копирку. Ну, понятное дело, для туристов, да. Все же дело не в том, что писать, а в том, как этой композиции сама живопись. Совершенно, Лена, согласен. Наверное, можно и мост написать как-то получше. Ну, кстати, напиши. Да, и присылай, посмотрим. Все в Телеграм выкладывай. Я люблю, как ты пишешь. У тебя такой... Ну, Лена занимается у меня уже давно, и она организовывала классы под Сан-Франциско. Ну, можно сказать, в Сан-Франциско, это прям ближний пригород. И несколько классов мы организовывали. Она организовывала, и было много народу, и у нее такой прогресс очень серьезный, Лена. Говорю об этом как знак уважения, что ты очень хорошо развиваешься. Вот несколько работ, чтобы вы, друзья, видели. И Лена активно на моих вот курсах сейчас и уроки она смотрит и занимается. И сейчас я запустил новый курс цветения персика. Лена с первых же, я не знаю, минут, наверное, уже в нем. И жду твоей работы, Лена, на проверку. А вы, друзья, присоединяйтесь. Я вчера разместил пост о правилах участия в этом курсе. Я задумал конкурс по первому уроку, который выложен на сайте. Вы можете его посмотреть, сделать свою композицию, прислать мне. Пусть она участвует в конкурсе. Будет 3 победителя. Мы выберем его коллегиально, вы все будете выбирать. Самого лучшего он получит, значит, расширенный пакет с обратной связью, и там всяких еще там много пунктов бонусов. И 2 других лучших, вы все выберете их, получат базовые пакеты. 10 июня будет завершающий день набора на этот конкурс. У вас еще есть время. Потом я выложу все работы разом и расскажу, как мы будем... Ну, ставить лайки мы будем фактически. Мы выберем 3 победителей, и они получат по заслугам. Продолжаем. Я отвлекся. Ленина письмо. Значит, она говорит, что важно, как писать, а не что писать. Наверное, можно и мост написать как-то получше, например, найдя какой-то интересный ракурс или художественный прием. Но почему-то никто не утруждается, все настолько сосредотачиваются на самом предмете, что напрочь забывают о живописи. Потому я стараюсь избегать таких мест, потому что точно знаю, что попаду в эту же ловушку. А вот тебе, кстати, такой вызов. А вот попробуй не избегать и написать вот это известное всем место, я не знаю, Эйфелеву башню или там, что у вас, Сан-Франциско рядом, тюрьма, не помню, как она там называется, недалеко от берега. Там красивый вид из какой-то там точки из Сан-Франциско, из парка. Но ты лучше знаешь, что писать. Ладно, дальше. Так, художник... А вот найти в невзрачном, на первый взгляд, месте композицию и обыграть ее так, что глаз не оторвать, вот это и есть искусство. Художник ведь мыслит не категориями красивое гламурное место, а категориями композиции и пятен. А пятна можно везде найти. Кто-то написал, Шаляпин позировал какому-то, не знаю кому, там не было написано, и этот не знаю кто уже час якобы работал за холстом, а Шаляпин говорит, ничего еще не написано, а тот говорит, ну, который художник, я, говорит, все, пока ищу взаимодействие пятен, пятна не могу подобрать, найти. Он говорит, я не пятна, я не пятно, я Шаляпин. Ну вот, некоторые пишут вообще, не выходя из своей комнаты, интерьер или бардак на столе. Ну да, Сан-Милан такой художник, мне очень нравится. Бардак, мастерская, ну какая же... Но так пишут, что бардак становится красивее любых туристических мест. Ну вот это гениальная фраза, и я за то, что... Я за красоту живописи. Я восхищаюсь не тем, что там, мост там, или я не знаю, что-то,
какое-то очень важное, да, место. А как это написано, как это сделано? И Фешин об этом говорил, что исчезнут те персонажи, которых я пишу, люди забудут про них, даже не вспомнят, кто это такой. Останется только одно, как это сделано. Ну и если для вас это важно, давайте вместе плыть по этому курсу и заниматься живописью серьезно. По крайней мере, я этим озабочен и передаю вот этот вирус дальше вам. Друзья, заранее сообщу о предстоящих классах. Вы спрашиваете, когда что будет. 8, 9, 10 августа – это Гурзуф. Жду вас на этот класс. Это место, где писал Коровин, там его дача, и места там совершенно волшебные с точки зрения живописи. И я прям сильно влюблен в эти места. Будем писать маслом, чем угодно. Главное, чтобы вы собрались приехать. Не знаю, как насчет билетов. Поезда только ходят. Может быть, уже билетов нет. Значит, как-то надо добираться на перекладных. Дальше. 8-12 октября. Гарда. Новые точки дислокации. Будет очень интересно. Осень. Совершенно там волшебно. С 15 по 19 октября Рим. Мы тоже ищем новые локации. Недавний класс показал, что в Риме можно работать безопасно. Будем сочетать и масло, и акварель, и водные краски. Группы уже созданы в WhatsApp. Пишите заявки, я вас буду добавлять туда. Еще меня попросили сделать дополнительный класс в Гурзуфе в сентябре. Так что это тоже актуально. Вы можете в эту группу добавиться.